Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз 6 дверей судьбы. Коридор затмений в августе. Какие двери откроет судьба и события, которых вы не ожидали. В августе происходит планетарное событие, очень весомое, как коридор затмений, который начнется с солнечного затмения в знаке Лев 12 числа, а завершится 28 числа лунным затмением в знаке Рыбы. И у многих из нас будет ощущение, что вскоре вот-вот что-то изменится. И эти 2 недели приносят значительно больше смыслов, чем это нам могло прежде казаться. То, что мы называем именно как приоткрывает завесу будущего, то, что мы называем последствиями. И это значительно более судьбоносно, чем мы можем предполагать. А с учетом смены кармических узлов, которые у нас происходят в середине коридора затмений, это у нас 18 августа, период до конца августа дает нам как подсказки то, с чем будет связана наша жизнь, или события, которые будут происходить вплоть до конца марта 2028 года. Сам по себе день 28 августа, или то, что завершение коридора затмений, это лунное затмение в Рыбах, это, знаете, как день ясности может наступить. Я не исключаю, что для кого-то тайное в этот день может стать явным, но так и знаете, как какая-то история стремится к развязке, к финалу, а также мы именно закрываем какую-то дверь сами. Если 12-е, это мы говорим солнечное затмение, это двери какие-то открываются, но вот одну мы откроем, а что-то мы захотим и закрыть. И мы сегодня с вами 6 дверей рассмотрим как знаки судьбы. И первая дверь, самая важная, как точка невозврата, очищения. Та, которую нужно закрыть. С чем связано или с кем, с какой историей, что произойдет. Вторая дверь, дверь неожиданностей. Чего вы не ожидали, а это случится. Что изменится, мои дорогие тельцы. Третья дверь, на пороге каких событий вы стоите, какую дверь на ближайшее будущее откроет для вас судьба. Кто или что изменит ваши планы, какая дверь для вас откроется еще, подарит судьба, и с кем это будет связано. К чему это все идет, или та дверь, которая в отдаленное будущее. Ну и самое еще такая немаловажная, это дверь ваших возможностей. Какие шансы уже стоят на пороге, какие стучатся в вашу судьбу, какую дверь вот именно судьба вам приоткроет уже в августе. И это будет иметь какой-то очень далекий смысл. Итак, первая дверь, самая важная, как точка невозврата, которую вам предстоит, возможно, закрыть. Карта силы. Но вообще это женская сила, мягкая сила. Это карта критического мышления. Может быть, вы, мои дорогие тельцы, столкнетесь с тем, что не все поддается логике и анализу. Я могу сказать, что по этой карте это старший аркан. Тут точно будет, конкретно нам не говорят. Вот мы сейчас раскроем на следующей колоде. Но это явно какая-то судьбоносная история или судьбоносная встреча. Может быть, связана с человеком, с работой. Все-таки карта сила, ваше самовыражение. Но, видимо, вам что-то придется здесь либо переделать, передумать. Я, кстати, должна сказать, все-таки энергетика как у мага. Поэтому тут может быть какая-то история, которую вы прежде... Она вам знакома, вы этим занимались. Но вот здесь что-то придется переиграть. И, кстати, интуиция, конечно, идет по этой карте, поэтому слушайте свою интуицию. То, в чем вы поставили, может быть, прежде точку, перед тем, как что-то завершится, вам сначала как вернется в вашу жизнь, и вам придется какой-то период с этим еще провзаимодействовать. Что это такое? Что же там за точка невозврата? А тут нам точно говорят, смотрите, вас как судьба уводит от безденежья, так и хочется сказать. Может быть, от прежних способов заработка. Или, знаете, от каких-то прежних графиков работы вы можете отойти. Кто-то мог именно из-за денег, вкалывать, буквально так. Для кого-то из вас какая-то дверь будет связана еще и с какой-либо поездкой, с каким-то путешествием. Может быть, это и к вам какой-то человек будет стремиться навстречу, но я не исключаю, что и вы сами. Для кого-то из вас
будут меняться или перемены какие-то ожидаются на работе. Или здесь может быть какой-то с конкретным человеком связан. Правда, по королю Пентакли могут проходить у нас, как и близкие люди. Здесь может быть какая-то жизненная метаморфоза по отношениям, все-таки я не исключаю. Возможно, это связано даже у кого-то, кто долгое время в паре. Может быть, вы что-то узнаете такое, опять же, да, или какая-то история для вас будет проясняться. Кстати, эта история может как-то закручиваться одновременно и с деньгами, несмотря на то, что это вроде бы, ну, мы говорим, если личная жизнь даже, да, но это тогда не совсем про чувства, мои дорогие, нет, тут что-то будет как разбираться, да, как обустраиваться. Здесь может прийти как какая-то возможность от конкретного человека, и это все равно будет каким-то образом связано либо с решением имущественных вопросов, либо с вопросами, которые в банке, кстати, согласованиями, все-таки король Пентаклей. Но точно так же я не исключаю просто какая-то денежная тема, которую вот вам тоже захочется решить. Причем с каким-то совершенно новым подходом. Я не могу сказать, да, тут какое-то длительное ожидание было. Вы какое-то время, может быть, ждали от человека вот именно, что проявится или скажет что-то более конкретное, но этого не происходило. Будьте готовы, что здесь человек может вообще как-то круто изменить ваши планы. Или я не исключаю, по рыцарю мечей иногда это где-то резко, это не очень приятно, вот тоже будьте к этому готовы, вы можете что-то услышать, и вам, скорее всего, придется именно действовать. Я также не исключаю, что вам еще и выбирать что-то придется. Или выбор, знаете, без выбора, как поступить, вот что-то такое, да, 16-й аркан. Здесь могут быть обстоятельства таковы, когда вы можете, как вот в этих обстоятельствах находиться и даже себе удивляться. Вот вам и аркан сила. Но есть какое-то судьбоносное такое, если не испытание, то значит какой-то его величество случай для тельцов, когда, с одной стороны, вы можете себя даже в последующем поблагодарить, что вы, ну вот с чем-то вы определились, или, может быть, даже от чего-то не отказались, как-то вы вовремя сориентировались, что-то проиграли, приняли решение, потому что карта трансформации. У вас здесь могут трансформироваться как в принципе, в трансформации находиться, это очень символично, потому что для вас все же август месяц – это месяц стабилизации и внимания к финансам в первую очередь. И посмотрите, у нас достаточно тут такие емкие карты по финансам выпали, и причем со старшим арканом сила. И вот тут по финансам что-то будет трансформироваться. Причем, может быть, это как перед вами какая-то... Ну, для кого-то это может быть даже как сделка какая-то, да, ну, я в хорошем смысле, если вы занимаетесь в бизнесе, ну, именно свое дело или, может быть, совместный какой-то проект. Вот здесь и человек может какой-то переиграть, да, или предложить вам какой-то вариант, и вам придется рассматривать. И это, мои дорогие, будет, вот самое главное, какая дверь-то будет той, которую вы будете закрывать. Может быть, и будет сложно, вы будете видеть, что вам как не упустить какой-то шанс надо. Но для этого вам отойти придется от несколько каких-то иных ваших представлений или ваших позиций, или того, как вы, ну, что-то себе представляли. Вот именно, может быть, даже какая-то история, она для вас была, ну, вот знаете, как казалось, да ничего тут не может уже измениться. Вот тут может быть даже такая метаморфоза, в чем вы были уверены, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Что же вы закроете? Ну, это вы сами. Тут действительно вы как будто проходите, может быть, кстати, лунное затмение приносит нам эмоциональную трансформацию, поэтому у кого-то это будет связано с каким-то очень важным, но очень сложным решением. А тут, знаете, вот как... Ну вот от каких-то фактов ты никуда не уйдешь. Именно из-за фактов каких-то открывшихся или, может быть, какого-то предложения, где-то телец проанализирует и поймет, нет, вот мне тут в своей позиции придется корректировать. Так вот тогда знайте, от того, что вы, ну как бы отказываетесь, или ту дверь, которую вы закрываете, вы ее закрываете практически навсегда. Будьте внимательны к какому-то выбору. Давайте откроем вторую карту. Дверь неожиданностей. Чего вы не ожидали? Что изменится? А вот раньше, посмотрите, 4 кубков. Это не шатка и не валка. Нам тут человек, у нас колода 78 дверей.
специально взяла метафорические карты, открыты двери или закрыты. Так вот, здесь дверь открыта, но человек сам как будто не выходит, или сам как, ну, предпочитает оставаться вот словно в этой мрачной комнате. Может быть, и у вас есть какая-то, ну, какой-то сюжет или какая-то история, когда, правда, ничего не происходило, когда вы сами на что-то не решались, и вы уже к этому состоянию привыкли, мои дорогие. А здесь вот нет, тут как коренным образом будет что-то меняться в вашей жизни, и это будет неожиданно. То есть, да, вот как сидел, ничего не предполагал. И пусть это было где-то, ну так, безрадостно, может быть, для кого-то. Или было, когда, знаете, ну вот этого драйва душевного не было. Или не было какого-то эмоционального подъема. Вот это будет тоже меняться. Так а что же за неожиданности, когда меняют какое-то грустное или кислое настроение у тельцов? Что же? Ого, победа, мои дорогие. Тут у вас какая-то победа, которая приходит на смену, вот это да, которая приходит на смену вот как раз вот этому состоянию, которое я только что описала. И может быть для кого-то из вас, кстати, здесь и другие у нас идут транзиты, для кого-то может проиграться напрямую забота о теле. О теле, и как раз у нас получается Венера в течение августа, сначала она в знаке зодиака Дева, первую неделю, потом она переходит у нас в Весы. А Весы это у вас получается 6-й дом гороскопа, это как раз, это, кстати, деньги, которые могут быть, ну, как при взаимодействии, или, может быть, какая-то рутина работа. Но и тело, если мы говорим, да, забота именно о самом себе, забота о своем внешнем виде, забота о здоровье. Но вот тут ведь не все просто так, тут ведь у нас двойка чаш и любовь, поэтому у кого-то такой волшебный период, когда это будет, как у вас и какая-то финансовая история складывается очень удачно, так и что-то по любви, по личной жизни, ну и как будто имиджем своим, мои дорогие, вам придется заниматься, вполне вероятно, как дверь таких неожиданностей, когда телец понимает, ну что-то нет, тут мне надо за собой поухаживать буквально, может быть, пройти какой-то курс, да, там, курс массажа, например, здоровый образ жизни, ну вот именно в эту сторону какой-то поворот сделать. Для кого-то может и поправиться, кому-то похудеть. То есть вот изменить какой-то, знаете, как ломка шаблона. Встречают нас по одежке, кто-то гардероб будет менять, что-то себе покупать, потому что как будто требует статус, требует вот какая-то обстановка. Для вас тут, правда, судьба вот именно вас заставляет меняться, и это будет для вас дверь возможностей. Она вас меняет, мои дорогие тельцы. Вот и оно где-то и проигрывается. Может быть, мы и сидели вот как на этом каком-то топчине, кресле старом, и все оно было как-то так вот, ну, не очень радостно. А тут, посмотрите, тут так вихрь возможностей закрутится, когда, наоборот, хочется менять и себя, и свою собственную жизнь. Так что же там у вас изменится? Ну, изменится какая-то финансовая история. Для кого-то из вас будут в центре вашего внимания именно вопросы по недвижимости, точно. У кого-то предстоят еще согласования. Вообще тут сразу несколько каких-то, знаете, как это может быть вопрос, связанный с чувствами, или с любовной историей, или взаимодействие с вашими близкими. Но здесь еще могут быть и вопросы конкретно места проживания, но и одновременно все-таки согласование и работа. У вас тут все соединяется. Все сферы жизни сейчас важны. Вот как-то так, видимо, складываются все планетарные транзиты для вас, мои дорогие тельцы. Понятно, что у каждого по-своему, но как будто все дороги в одной точке будут сходиться. И я очень часто называю эту карту доброй трансформацией. Поэтому неожиданно для вас будет многое меняться, которое вас изменит и ваше качество жизни, может быть, и вас самих. Кто-то будет чувствовать эти энергии, и вполне вероятно, в августе вот вы, дай-ка я займусь собой, да, и это для вас, знаете, как будет вторичное ускорение. Для вас это, знаете, как, ну, как помощь самому себе. И правда, когда мы ломаем, ну, какой-то прежний шаблон у окружающих или у тех людей, с кем мы сталкиваемся, контактируем, вы лучше будете выглядеть. У вас, как, знаете, появится вот это вдохновленный какой-то интерес или само вдохновение
что-то видеть новое, может быть, видеть мир или как-то поступить иначе. Тут такие новые энергии приходят и приносят, может быть, вам как совершенно новые перспективы и желание чем-то заниматься. Но точно так же для кого-то, я не исключаю, может быть очень важная встреча. Сама судьба меняет вам как последующую траекторию, если мы говорили последствия, да, вот у вас в последующем, это не просто на 1 август, у вас эти события будут продолжаться и перемены тоже. Больше того, я скажу, будьте готовы периодически перестраивать свои планы, потому что, возможно, допустим, будут такие дни и не один. Что-то телец распланировал. Вот я сейчас этим занимаюсь, потом там чем-то другим. Одна какая-то новость, которая буквально врывается и в вашу жизнь, или, может быть, чье-то предложение, и вам вот нужно будет именно, может быть, и сорваться с места, куда-то поехать, скорректировать свой собственный, может быть, план, перестроить себя быстренько на новые рельсы. Для вас это имеет какое-то судьбоносное и решающее значение. Здесь наперед как будто и любовь, и победа, сразу две разные сферы жизни. А где-то вам могут говорить, что вас могут ждать в определенном месте, например, или какая-то встреча может быть назначенная, она для вас может быть судьбоносной, кстати. Я этого тоже не исключаю. И неважно, с чем она связана, с любовью или любовной историей, или это будет какой-то чиновник и важное собеседование. Третьи двери, на пороге каких событий вы стоите, какие двери вам открывает судьба на ближайшее будущее. А по факту те двери, которые вы не ожидали. По факту это еще и те двери, когда вам придется делать выбор. И мы часто по этой карте вынуждены именно как будто понимать, что наступает время идти вперед. Но для нас вот решиться на этот первый шаг бывает очень сложно. Врата открыты, мои дорогие тельцы. И здесь правда. Перед вами, как двери в будущее, открываются. Это ближайшее будущее. Поэтому будьте внимательны к этому периоду. Вот эти 2 недели августа, а то и весь август. Ведь у нас коридор затмения никогда не проигрывается только вот в этот период. Вы можете чувствовать за месяц. А более того, самая активная фаза может продолжаться в течение 3 месяцев. То есть это, знаете, это как что-то, как вихрь, только закручивается. А потом постепенно будет разбираться. Давайте проясним. Какие двери в ближайшее время откроются перед тельцами? Ох, тут что-то очень соблазнительное. А ведь правда, любовь выпадала. У кого-то страстная любовь. И даже в тех парах, например, которые, ну, вот, отношения несколько подувяли. Ну, тут здесь будет, как, знаете, возрождение, да, былой страсти. Или когда вы больше внимания будете оказывать друг другу. У кого-то может быть судьбоносная встреча, ваша поездка или поездка к вам. Вот тут, правда, судьба открывает двери. Боже мой, как здорово. Карта мир. Но здесь и примириться, может быть, и придется, кстати. 8, да, мы с вами говорили. И это по этой карте очень часто еще идет такой момент, когда, ну, какая-то сложная ситуация, мы ищем выход из нее, и этот выход вы находите. Ну и примите к сведению, что все-таки аркан мир и стало быть примириться, договориться для вас будет очень важно. Причем эта возможность может появиться у вас совершенно внезапно. Какая-то дорога тоже может состояться внезапно, буквально спонтанно. Вы могли утром, к примеру, не думать, а как-то так в обед или к вечеру уже складываются, ну, такие события, что... Словно не знаю вы о чем, но ехать надо. И как будто от этого вот взаимосвязь какая-то держит. Ей придется, видимо... Вот смотрите, у вас какая-то дорога как будто перед вами. Вам добавит как и больше силы, так уведет вас от каких-то грустных мыслей. Но и тут не только грустные мысли. Как будто телец, судя по этой карте, прежде уже действительно сложил какое-то свое впечатление, составил мнение. А тут вы понимаете, нет. Вот или знаете как, слушайте свою интуицию. Интуиция может подсказывать, что тут действительно вам лучше не додумывать какую-то ситуацию, а именно еще раз ее пройти. Что за дверь в ближайшее будущее? Да тут не только в ближайшее будущее, мои дорогие, тут у вас лет на 10-20.
Тут у вас может очень многое меняться. Кто-то может даже задуматься из тех, кто не думал о поездке, перемещении. Вы можете задуматься именно о том, что на далекий какой-то срок. Потому что либо обстоятельства, все-таки аркан дьявол, складываются таким образом, что как-то держит вас эта история или какое-то предложение такое может быть, или ваше решение. Может быть, вы очень долгое время принимали опять же это решение, и так, и эдак что-то обдумывали, и вот вы на что-то решитесь. И посмотрите, у вас тут такие именно возможности. Для кого-то из вас это может быть еще и возможность связана с работой. Все-таки нам говорят, сияйте как звезда, рост вашей популярности. Для кого-то иногда эта карта проигрывается как работа в интернет или посредством интернет. Изучение каких-то новых цифровых технологий. Может быть, удаленная работа или работа на дому. А для вас я должна сказать все то, что касается именно ваших, может быть, вашей деятельности, рода занятости посредством интернет или посредством вот именно чего-то изучения, вот именно цифровые какие-то технологии. Вы знаете, мои дорогие тельцы, вот кому это актуально, то вас там вот ждет успех, там действительно будет как сияйте, как звезда, потому что кого-то там, из вас ждет буквально быстрый прогресс даже в чем-то. И Телец останется доволен на ближайшее будущее, потому что так складывается, смотрите, два старших аркана. Третий – это дьявол. Тут, конечно, нужно... По дьяволу ведь всегда есть такой момент, что мы можем оказаться в зависимой ситуации. Я не исключаю, что вы будете как раз предпринимать попытки, чтобы уйти от какой-то зависимости. Но любой аркан, в том числе и дьявол, может сигнализировать о том, что у нас хватит сил физических преодолеть что-то, кстати, ведь есть плюсы, есть и минусы в любой карте. Или какая-то история, которая долгое время опять же была связана с финансами. Если были задержки по финансам, вы не могли осуществить какой-то платеж, то здесь вот как раз 15-й аркан нам помогает в этом. Но, может быть, именно для этого вам придется куда-то переместиться. Вы за что-то себе скажете спасибо, если допустите, что да, пусть мне сейчас нужно делать этот сложный выбор, но оно того стоит. Не упустите какой-то ваш шанс. Давайте мы с вами откроем 4-ю дверь, которая что или кто изменит ваши планы. Королева жезлов. Но это может быть, конечно, какая-то даже женщина, к примеру. Я не исключаю, мы иногда говорим по этой карте как бизнес-вумен, да? Это могут быть и ваши собственные планы. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, это и есть, правда, какая-то женщина, я не исключаю, которая рождена под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Но это та, которая имеет много идей. Хотя я должна сказать, мои дорогие девочки, вот, к примеру, я не исключаю, что есть такой человек. Но мы ведь на вас смотрим. И если мы говорим, какие двери открыты, какие закрыты, да, и именно 4-я позиция, что меняет планы, это вы сами, как в триумфальной арке, в новых энергиях можете проходить по этой карте. И это ваши задумки, это ваше уже желание, как будто вы дошли до половины, вот именно находясь в этой арке. Вы еще пока не переступили, вам только вот как этой королеве она только ножку занесла, чтобы перешагнуть. Но вот вы можете испытывать такое состояние, как невесомости. И я сейчас между прошлым и будущим. И это очень продуманная энергия и сильная позиция, когда вам придется много работать с информацией. И второй момент. Будут какие-то финансовые темы. Давайте раскроем поподробнее эту карту. 4-я дверь. Так что же там войдет в 4-ю дверь? Или кто появится неожиданно, с чем, с кем? Вот эти неожиданные возможности будут связаны. А тут прям, знаете, глаза разбежались, можно сказать и так. В какой-то теме, которая прежде у вас вызывала противоположные эмоции. Мы с вами об этом говорили. Здесь у вас то, что долгое время, как вы уже, наверное, на что-то махнули рукой. Здесь складывалась какая-то история, когда вы, уже либо о человеке сложили мнение, либо вы сложили мнение о каком-то вопросе. Здесь может проиграться, вот посмотрите, что будет меняться, кто или что.
Во-первых, финансовая ситуация, мы с вами говорили, здесь будет меняться, и это как уход от недостатка. Кстати, иногда по пятерке пентаклей недостаток взаимопонимания, поэтому я не исключаю, что, может быть, и были у вас уже какие-то выводы сделаны по некоторым людям, а здесь вам придется это все переиграть. Вот даже так. Я не говорю, что прямо вот кардинально что-то у вас самих изменится, но поверьте мне, вы не раз что-то переиграете или передумаете, и это может касаться как и финансов, так и вашего дома, какая-то долгая зависшая история, вот именно, может быть, которая была связана и с финансами. Я не исключаю, что у кого-то с близкими, или, может быть, пусть это даже и дети взрослые, или место ваше проживания. У кого-то может проиграться конкретная все-таки женщина. И даже для вас, мои дорогие девочки, ну, может быть, для кого-то это как кто-то из ваших близких, когда несколько из-за этого вам придется тоже менять свои планы. А что это такое? Но это денежная история. Я не исключаю, что кто-то будет просить вашей помощи. Вот вам может предстоять такой сложный выбор. Вот это точно. Кто-то может просить вашей помощи. Мои дорогие тельцы, тут может быть такой момент. Вам кто-то завидует. Завидует или, может, думает, что а вот это ничего не стоит тельцу. Помогал всегда, поможет и еще. Вы кому-то, а вы ведь и правда многим помогаете. И я не исключаю, что это может быть какая-то история, причем связана все-таки десятка пентаклей. Может быть, с далекими родственниками, близким окружением, близкими родственниками. Но явно есть какое-то взаимодействие с людьми, которые могут где-то на вас рассчитывать. Или, хочется сказать, вам кто-то будет завидовать. Знаете почему? Потому что в вашей жизни что-то меняется. Более того, кто-то вас видит как везунчика. Кто-то видит, что вам, знаете, как упало с неба какой-то прогресс именно по финансам. А что это для вас? Вот интересно, карта мага. А для вас-то это все не так просто. Для вас-то как раз вот это вот решение, какая-то аналитика. Тут могла быть какая-то история, о которой вы, ну, понятно, может быть, даже близким не рассказывали, продумывали что-то вот свое. Может быть, рассказывать нечего, может, хвастаться нечего. Вы знаете, как-то люди воспринимают однобоко. И если мы уж рассматриваем это как отдельную дверь, у вас как-то сложится определенное мнение, что, не все люди со мной откровенны. Некоторые вот именно со мной только лишь потому, что есть интерес. И телец уже знает, он научен уже тем периодом, когда Уран был в вашем знаке зодиака за предыдущие 7 лет. И телец точно знает, что нет, мне сейчас нужно сохранять себя, ведь вы, правда, вы будете тут менять свой имидж. И ваше даже внешнее у кого-то, кто-то, правда, настолько изменится за август, можно, месяц целый, это не так мало. Что вас, если увидят вот как измененным, это может тоже где-то породить зависть, потому что считают, что вам легко все дается. И вот ваша задача о себе много не рассказывать. Поэтому и карта нам такая выпадает. Королева жезлов – это позиция сильного человека, который, может быть, 150 раз поднимался с колен. И в итоге жизнь научила о себе много не рассказывать. И поэтому правильно работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. И у вас все вместе. Здесь, как и информационный какой-то поток, будет идти вам навстречу. И постоянно, как держать в центре своих интересов все-таки финансы. Что это за дверь для тельца? Вы знаете, оно, вот будет какая-то грусть, разочарование. Но опять же, вы от этого уходите. Вы знаете, вас как сама судьба вытягивает из какого-то болота. Вот ей-богу. Я не могу сказать, что телец словно упирается. Нет, отпусти меня, судьба, я останусь здесь. Я привык. Я шучу, конечно. Но, вы знаете, вот это будет, может быть,
как-то сложновато, потому что есть определенные представления, мировоззрение. Есть любимые, может быть, люди, или есть какие-то были недавно задумки, а тут у вас вообще что-то будет такое меняться, может быть, и по времени, и по смыслам, и по каким-то новым планам, потому что я тут больше вижу карта мага, так складываются события. Может быть, это и будет связано с человеком. У кого-то это могут быть люди напрямую, рожденные под знаком зодиака, близнецы или дева, или имеющие асцендент. Может быть, вот так вот что-то так вместе вы либо какой-то проект тут надумаете, возможно, по работе, возможно, это так в целом складываются обстоятельства в единый сюжет, когда вот именно надо взять какую-то возможность или вот изменить свои собственные планы, потому как если я сейчас не соглашусь, вот такого в моей жизни и еще раз не повторится. И вот именно в этом вам суждена победа. Какая-то не совсем простая ситуация и не совсем простое решение. Вот посмотрите, насколько полярные карты. И тут и действительно что-то очень сложно. Потому что поначалу мы можем кому-то не верить. Поначалу какие-то сложные мысли, да, причем мысли, которые основаны на каких-то фактах, на какой-то зависшей истории, из которой вам приходилось выбираться, или из какого-то сложного финансового положения. То есть вы-то все равно вот как будто прежде были, да, вот в подобной ситуации. Вы из нее вышли, но чего это стоило, знаете вы. И, может быть, вы себе дали за руку, вот все, я, что называется, сюда больше не ногой. А тут именно такая метаморфоза, когда вам придется именно эту тему как будто передумать заново и что-то переиграть. Будьте готовы к этому. Да, действительно, тут у вас будут планы меняться, будьте к этому готовы. Давайте пятая дверь. К чему же это все идет? Итоги какие-то вы подводите. Никогда как прежде. 13-й старший аркан. Но если мы говорим открытые двери или закрытые, 78 дверей все-таки колода, вы как будто задержались уже в прошлом. Уже какая-то история, она закончена. Может быть, вы какой-то период этого не видели. Может быть, у кого-то редко, конечно, этот аркан проигрывается напрямую и связан именно как с физической смертью. Это всегда карта трансформации. И нам показан человек, который с песочными часами сидит на погосте. И он уже задержался. Уже давно как будто врата открыты, говорят, иди вперед. И вот вам такое непростое решение, к чему все идет, придется принимать не только в августе, мои дорогие, еще какие-то выводы. И, может быть, не раз вы свои планы измените, потому что именно так складываются, как и через взаимоотношения. И не обязательно про личную жизнь. Это может быть ситуация рабочая, вот именно так, будьте готовы к этому, каким-то неожиданностям, как минимум на последующие полгода. Но для кого-то это в отдаленном именно будущем, понимаете? Может быть, это то, о чем вы будете где-то несколько раз переигрывать себя, как будто перестраивать сами на новый лад. Тут действительно и имидж может поменяться, и внешний вид может поменяться. И если быстро какая-то метаморфоза не происходит, поверьте, мои дорогие тельцы, вы очень изменитесь. Но как минимум до конца марта 2028 года. Так к чему же тут все идет? Опять выпадает маг. То есть да, тут какое-то важное решение и принятие именно либо какого-то предложения, которое будет связано с подведением итога. Я не исключаю, что, может быть, кто-то будет именно подводить и какую-то историю к финалу, может быть, сложную, да, которую, ну, так вот одним прыжком не решишь, потому что по десятке мечей тут именно что-то завершается, изящно завершается. И открывается туз пентаклей. Это сама по себе карта шанса. Два туза, смотрите. Опять же, только что сказала, то, что вы думали прежде, вот это придется передумать. Как будто и шанс, и более того, карта радости, счастья, вдохновения, возможностей. Два туза, вот такое сочетание, оно для нас и приносит совершенно какие-то новые ощущения, новый вкус к жизни, но и качество, новое качество жизни.
Вы могли кому-то не доверять. Вот смотрите, королева мечей. Для кого-то из вас придется даже принять позицию, может быть, какого-то человека, которая не вызывает у вас, кстати, я такое не исключаю, определенного доверия. А вот так складываются обстоятельства, что есть либо рациональное зерно в этом, либо так вот, ну, как будто вот нужно поступить. Других вариантов, может быть, или нет, или предложений не так много. Но ваша карта выпадает, королева Пентаклей. И неважно, смотрят меня даже если мужчины, значит, где-то более такие спокойные энергии, будем говорить. И, кстати, энергии, которые могут быть связаны с жильем, с домом, с вашими детьми. Или это может быть какая-то история, которая именно вот ваша какая-то задумка или мечта, которую вы хотите осуществить, вот для вас на отдаленное будущее открывается, как не просто дверь, скажем так, да, а тут именно вы видите, может быть, вот все то, что я предыдущие минуты говорила, для вас открывает возможности на более далекий период жизни. Причем эта возможность, она буквально идет к какому-то празднику. Словно все карты говорят, да хватит там сидеть, телец, перед тобой открывается, по сути дела, будущее. Будущее, которое ты даже, может быть, когда-то и мечтал, но потом махнул рукой и сказал, да нет, телец всегда много работает. А вот здесь может быть какой-то такой поворотный момент событий, который для вас шаг за шагом, даже в тех вопросах, когда, ну вот не будьте где-то, знаете, так вот непримиримы, или когда мы выносим вердикты, прямо так, знаете, жирную точку ставим. Здесь вибрирующая энергия. Допустите как альтернативный вариант. Помните, не случайно, ведь если мы говорим о лунных узлах, это у нас ось Водолей и Лев. И Водолей – это свобода, это индивидуальность, это что-то иррациональное. И лунный северный узел находится в знаке Водолей. И это как прогрессивная сила. А южный узел в знаке Лев. И это сила убывающая. А Лев где-то это власть. И тут может проигрываться такой момент, что это вот именно не настаивать на своем. Не думать, что вот мы, да, пусть нас даже жизнь за какой-то предыдущий период научила, а вы все практики как раз. А тут ведь тоже такой идет момент, что какая-то наша прежняя практика, она нам уже не поможет в будущем. Вот поэтому будьте готовы к каким-то альтернативным решениям. Здесь у вас меняется, как и в августе, много, мои дорогие тельцы, тут у вас меняется и на последующий период жизни тоже. Там будет, ух ты, а тут у нас еще и карта императрицы на дне, поэтому у кого-то из вас меняется статус, меняется, и, кстати, королева Пентаклей, это, знаете, как прелюдия перед императрицей. Вполне вероятно, то, о чем вы когда-то мечтали, теперь судьба перед вами откроет пути и дорожки. Будьте внимательны. Вот давайте и узнаем дверь возможностей. Какую дверь судьба откроет перед вами? Вот интересно. Семерка жезлов. Я по этой карте часто очень говорю, что с людьми нам придется как-то тут просеивать, да, может быть, разглядывать каждого человека и в микроскоп, и в бинокль, и вблизи, и вдали. Кто на что способен, от кого чего ожидать. Не случайно наш человек как грот закрывает, да, и вот этим камнем задвигает, и непонятно, не то закрывает, не то открывает. Вот и вы будете перед кем-то закрывать двери, может быть, и сами закрываться. А перед кем-то вы будете готовы открыть. Но вот именно вам придется профильтровать свое окружение. В этом как будто вас, ну или судьба, какие-то ситуации придется вам передумать, переосмыслить. Вот давайте на третьей колоде мы с вами и узнаем, какую дверь, с чем это связано, судьба откроет перед вами. Аркан силы, мы уже с вами говорили, туз перьев. Тут будет какая-то однозначная новость, причем скорее от того человека, которого вы считали, он слишком прагматичный. Или ему нельзя, доверять на 100%, это точно. Вы кого-то могли расценивать как, такой ловкий малый, знаете, вот что-то вот такое, близко к этой фразе. Давайте посмотрим. Какую дверь откроет судьба? Так что такое семерка жезлов? Много людей будет. Опять 15-й старший аркан. Здесь может быть такая ситуация, мои дорогие. Ух ты! О, как интересно пошло. Старший аркан. И опять королева Пентаклей.
Здесь может быть внимание, страстная любовь по отношению к вам, мои дорогие. Кто-то хочет как заполучить тельца, кто-то хочет, может быть, заполучить в плане по работе, как работника надежного, я тоже не исключаю, или ваши планы, ваше вдохновение. Кому-то очень даже по вкусу, но для кого-то это может проиграться. Как финансовая, кстати, история, будьте внимательны, или страстная любовь. Так, а что же это за дверь такая? Какую дверь откроет судьба? Правда, тут может быть связано с дорогой или с изучением каких-то новых наук или новых технологий. У каждого по-своему. Но я больше вижу какая-то поездка у вас тут. Или для кого-то переезд, может быть, и планируемый, который именно с новости начинается. Точно. И новость такая, которая вас как и подогревает, так и дает, знаете, вот этот такой драйв жизненный. И одновременно, чувствовать вы будете, что у вас вот как надо. Пусть это совершенно как вам придется еще этим путем пройти. Это не будет быстро, мои дорогие, потому что шестерка перьев или шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Но это не форсаж какой-то. То есть это какой-то как тропинку, дорожку, путь, который мы будем каждый шаг свой оглядываться, может быть, или осматриваться, потому что мы здесь раньше не были, мы здесь раньше не ходили, мы так раньше не поступали. Это совершенно новый опыт, который вас приведет к какой-то победе. И все это может начинаться, правда? Карта шанса. Не буду доставать больше карт. Ваша жизнь, качество жизни меняется, мои дорогие, но это будет требовать того, что вам как-то научиться правильно работать с информацией. И опять же карта говорит, вам придется что-то оставить позади. Может быть, как вот эту дверь, словно вот этот камень в грот наш человек закрывает, кому не нужно знать. Может быть, придется о себе много и не рассказывать, дабы не будить какую-то зависть. Вот я этого тоже не исключаю. Вы будете менять окружение. И это вот как будто вам так по судьбе, по обстоятельствам. Значит, и такие мысли вас будут посещать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Гороскоп на август уже давно готов. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.